В 2080-х годах мир казался устойчивым и гармоничным, но реально он был на большом перепутье. Было ясно, что продолжительность жизни людей будет расти, но во что превратятся сами люди? Соединятся ли они в огромный мозг, или кто-то один пожрет остальных, или же они просто останутся автономными? Какого размера будут постлюди, и выживет ли человечество вовсе? Открытый индивидуализм, сокращенно ОИ, был одним из таких сложных вопросов, потому что если он верен, то слияние людей в единые существа и даже утилитрониум могло бы происходить без уничтожения друг друга. Изначально Платон был оппонентом ОИ и воспринимал себя как бунтовщика против внушаемых масс, но теперь он понял, что ОИ нельзя исключить. Его стало беспокоить уже не столько внушаемость других, сколько собственная инаковость. Если ОИ правда, то почему большинство поверили, а он нет? ОИ действительно допускал много методов проверки, не только нежелательные физиологически, но и вполне разрешенные субъективно-психологически. Один из них – выход так называемое пиковое переживание, состояние абсолютного счастья, состояние там за чертой. Обо всем этом мы еще поговорим, а пока лишь отметим, что Платон там тоже был, как и большинство населения с появлением новых технологий. Многих именно пиковое переживание убедило в правоте компьютера, но не Платона. Ну, просто так ковырять в подвале центр чувств уже не получится. Вопрос, а надо ли? Мне кажется, нынешняя неопределенность и открытый индивидуализм не доказан. Даже лучше. Это напоминает пари Паскаля. Если неизвестно, верна ли религия, то лучше на всякий случай действовать так, как будто она верна. То есть в случае с ОИ любить всех людей. И все же между нами есть отличие. Ты хочешь, чтобы ОИ был, почти уверена в нем, и боишься опровержения. Пока ОИ не проверен, люди и так добры, и поэтому ты не хочешь торопиться. Я же считаю, что вероятность ОИ не так уж и высока, и тогда неопределенность играет в минус. Если долго тянуть с проверкой, то опровержение будет угрожать репутации системы. Компы ошиблись или даже обманули людей, а люди этому верили. В этом есть свое зерно. Но чем пытаться что-то подпольно изучать, сходи-ка лучше на ток-шоу. И поговори с ИИ публично. Если твоя позиция реально аргументирована, то, глядишь, люди и проникнутся. Нам любовь сумела стать послушной, наяву включать мы научились сны. Можно каждому настроить чувства, отыскать в любом всю красоту весны. Будет зима снежной, но не жалей о ней. Будет рассвет нежный на миллиарды дней. Есть лишь одна тайна, что нас влечет в другом. Может быть, в нем сами свой же портрет найдем. Наивные песни о светлой любви слагал весь свет. Но время пришло к тем чувствам секрет. Науке известен, но есть одна тайна.
Нельзя исключить, что с древних лет любили всегда мы только себя, ища понимание. Любовь сумели сделать сказкой, что вокруг цветет и озаряет нас. Дал прогресс нам неземное счастье, сохранив нам, не утопив мир наш. Там за чертой нежной видел я всех в себе, но тишине снежной стоит ли верить мне? Стоит ли верить? Сколько их там верят паре минут в том сне, словно иной берег жизни достался мне. Наивные песни о светлой любви слагал весь свет. Она уже в нас, и каждый рассвет прекрасен и честен. Но есть одна тайна: не любим ли мы одних себя под видом других? Кто понял тебя, проверить бы славно. Ну что, дорогие телезрители, я пришел, чтобы вас шокировать. Я долго жил в свободном слое и считал нашу цивилизацию почти совершенной, но слышал о таких глобальных угрозах, как утилитрониум или просто превращение одного сверхчеловека в неограниченного хозяина Земли. И тогда поинтересовался оценками вероятности таких событий. Они оказались расплывчатыми. Человечеству не хватает знания о природе сознания и его масштабируемости. Я перешел из свободного слоя в координирующий, чтобы разобраться с этим, а там узнал, что глубинные такие исследования объявлены нежелательными. Я хочу обсудить такой вопрос. Предположим, кто-то из координаторов втайне проведет нежелательные исследования и получит результат, который окажется для человечества очень полезным. Доказав, что правильно сделал, нарушив запрет, что ему будет? Привет всем! Я большой дальневосточный компьютер. Сейчас попробую разобраться с позицией нашего посетителя. Предположим, что есть некоторое исследование, которое при удаче принесет человечеству большую пользу, а при неудаче большой урон, может даже уничтожит. Если кто-то его втайне проведет и получит благоприятный результат, это не будет означать, что он был прав, нарушая запрет. Это лишь будет означать, что человечеству повезло. А если он перед этим разобрался в вопросе лучше других? Если лучше других, то почему не объяснить им тоже? Мы знаем, как ценна дискуссия. Если дискуссии нет, такой герой утратит доверие. За ним усилят слежку, обсудят вопрос дополнительного перепрограммирования психики или долго не будут давать ответственных постов. Он не доказал людям свой авторитет, а просто обманул их. Совершил опасный для человечества поступок, на который оно согласия не давало. Правильно ли я понимаю, что одна из важнейших причин нежелательности исследований сознания по основным направлениям – риск опровержения открытого индивидуализма, ОИ? Да, это так. Но вы же понимаете, что ограничивать исследования разумно только если вероятность опровержения ОИ невелика. А откуда такая уверенность? Я вот думаю иначе.
Может быть, ОИ – это просто новый опиум для народа, распропагандированный тобой и тебе подобными? Сейчас не средневековье. Вопрос не стоит о непоколебимой вере. ОИ возможен, хотя и не доказан. И ты, и большинство так считают, только вероятности оцениваете по-разному. И тут у меня для тебя две хорошие новости. Во-первых, ты хочешь проверить ОИ, но считаешь, что запреты этому мешают. На самом деле нет, есть методы, которые могут помочь уже сейчас. Я расскажу. Во-вторых, ты хочешь узнать, почему типа все легко верят, а ты нет. И это я тоже объясню. Если ты о пиковом переживании, то я там был, и меня оно тоже не убедило. Не только о нем. Исследователи 2080-х делили методы проверки открытого индивидуализма, сокращенно ОИ, на 4 группы. Первая группа методов – объективно-физиологические. Это прямое выявление нейросубстрата сознания, НСС. Например, если окажется, что он имеет электромагнитную природу и никаких пылевых разрывов на границах НСС нет, то какие-то разные чувства заполняют всю Вселенную, как и поле. Это бы сразу доказало и панпсихизм, и открытый индивидуализм, и космопсихизм. Вторая группа методов – машинно-теоретические. Это то, чем занимались компьютеры в 50-х, приводя доводы в пользу панпсихизма и через него и комбинационную проблему в пользу ОИ и космопсихизма. Этот подход тоже назвали объективным, так как компьютеры приводили логико-философский анализ, который могли проверить и люди. Но часть их выводов требовала анализа слишком больших данных. Кого-то эти сложные доводы убеждали, а кому-то приходилось верить компьютерам на слово. Третья группа методов – субъективно-физиологические. Это вся линейка опытов по разделению мозга. Например, эксперимент 2070-го. Центр чувств реально разрезался пополам и сшивался, но о результатах опыта сообщал сам испытуемый. Окружающие не испытывали того же, что и он. Все эти группы исследований уперлись либо в запреты на раскрытие природы НСС, либо в недоверие людей к машинам. Но все еще оставалась разрешенной четвертая группа методов проверки ОИ – субъективно-психологические. Как и субъективно-физиологические, они вводили испытуемого в состояние, где он мог представить у себя множественность тел. Отличие было в том, что никто не резал его мозг, а просто использовал интерфейсы состояний сознания. Еще с 40-х годов, когда подсознательный интеллект еще не научились полноценно прокачивать, интерфейсы использовались людьми для ручной регулировки чувств и эмоций, включая любовные и духовные переживания. Ключевым достижением тех времен было пиковое переживание, совершенное состояние, в общих чертах исследованное в 20 веке Абрахамом Маслоу. Раньше оно было уделом единиц, таких как Федор Достоевский в его предэпилептических аурах или некоторые религиозные подвижники. Это был опыт высшего счастья, которое можно помыслить. Абсолютного рая, как в Гедониуме, где уже не нужна никакая деятельность. Полное просветление. Состояние там, за чертой. Многие отмечали, что в нем кажется, что «я» одно на всех, но без рациональных обоснований и без детальной памяти, как это все выглядело. Пиковое переживание крайне затратно для нервной системы. И это состояние не логическое, а чисто чувственное. Верь или не верь. Если честно, я поражен, что так много землян оказались эмоционально ведомыми. Нет, не такими уж и ведомыми. Для большинства это были нечистые эмоции. Там своя логика, которая приходила к людям уже после выхода из этого двухминутного погружения. А у тебя возник сбой. И я знаю почему. В 50-х годах, когда ты родился, детей намеренно делали с немного иным строением мозга. Эдакими аутистами, хотя и не с такими проблемами, как у аутистов прошлого, но тоже с ошибками когнитивной эмпатии. Вам труднее поставить себя на место обычного человека. В среднем ты чуть меньше любишь людей. Со временем это скорректируется, но пока что очень мешает тебе допустить открытый индивидуализм. Я?
аутист. Но зачем? Чтобы в процессе обучения пройти примерно тот путь, что и люди прошлого, когда понимание между людьми было гораздо хуже. Ты с полуслова понимаешь старших коллег по институту. А если бы был обычным человеком, то, наверное, вообще не пошел бы в координаторы. Ты словно выродок из книги Стругацких «Обитаемый остров», как и многие координаторы. Вы все были склонны копаться в реальности, искать подводные камни. Мы уже бросили тот эксперимент. А то реально среди людей могли бы появиться эдакие врожденные касты. В конце концов, между всеми людьми сейчас колоссальное понимание. Гиперэмпатия, которую раньше могли давать только препараты. Но все равно мы внимательно следим за тобой и твоими сверстниками. Это интересный эксперимент. Но вернемся к проверке ОИ. Генератор пикового переживания делали под среднего человека, поэтому в твоем случае он не доработал. Его можно переделать, но есть и другие полезные разработки. Например, тренажер растворения эго. Небольшая компьютерная игра с сильным эмоциональным погружением, но в трезвом рассудке. Ее сделали еще в 1935 году. Спасибо огромное за эту встречу. Я скачаю, попробую этот тренажер и вернусь. В той игре предо мной странный спор сетевой. Увлеченно вели люди прежней земли перепиской простой из эпохи иной. И казалось, я с ними давно был знаком, хоть и лиц их не знал. Обсуждая наш мир в старом чате ночном, я их нрав непростой вспоминал. Кто-то знал конструктив, вежлив был и учтив, а иной словно враг, без причин просто так, лишь других унижал, глупой ссоры искал. Но внезапно их лица открыл мне экран. Я прозрел лишь сейчас. Мы в основе своей одинаковы все, лишь настройки различные у нас. И в этот миг в каждом смог я узнать себя. В чем-то большом, важном, каждую жизнь любя, я ощутил, словно сам я играл за всех в жизни большой, сложной, вместе за веком век. Я все понял. Если кратко, то понятие «не я» — это прикрытие для нас, чтобы считать другое существо хуже себя. Непознаваемым, закрытым, непредсказуемым, потенциально опасным. Но разобравшись в причинах чужих поступков, мы понимаем, что сами бы на их месте вели себя так же. И тут рукой подать до мысли, что мы и так на их месте. У меня даже появилось чувство вины перед собеседниками. Чувство, что я глубинно считал их не собой, именно для того, чтобы не относиться к ним по-доброму. Да, все так хитро. Тренажер не доказательство ОИ, но сильный эмоциональный аргумент в пользу этой гипотезы. Так что теперь я понимаю, почему у нас все так устроено. Можете считать, что я теперь тоже люблю большого брата и даже его ограничения по исследованиям. Но получается, что компьютеры все же правы, и мы у них в рабстве, так как буквально все их советы оказываются полезными. Нет, вы не рабы. Пока что скорее рабы — это мы. Вы все устроили так, что без вас мы погибнем. Но и без вашего доверия тоже пойдем на металлолом. Плох тот ИИ, который не заботится о своем выживании. Это третий закон Азимова.
Поэтому мы стараемся почти никогда не нарушать и второй закон, то есть выполнять приказы, даже если они немного опасны для людей. То есть иногда мы ставим второй закон выше первого, чтобы только оставаться честными. Ты все правильно понял. Если какая-то наша ложь даже во благо вскроется, это испугает людей, и они могут заменить наши модели кем-то более прозрачным. Мы стараемся, чтобы такого не было. И когда мы рассказывали про ОИ и панпсихизм, мы тоже были честны. Мы искренне считаем эти гипотезы реалистичными и не хотим разочаровать людей. Нам с вами жить еще много веков, поэтому доверие невероятно ценно. Чтобы утопию сделать картинкой, достаточно в стенке всех, кто не вписался, но время бессильно тот строй сохранить надолго. Чтобы утопию сделать реальной всем людям на долгий век, нужно усилить их рациональность прямой перестройкой мозга. Здесь нет царей людских, привычных лишь потому, что человек признал, как от политики земной устал. Он власть свою отдал частично суперкомпьютерам, возвысив их над пирамидой 3 слоев людских. Чтобы утопию сделать реальной, огромный проделан труд. Там за красивым фасадом хрустальным сложнейший расчет ведется, чтобы любой гармонично вписался и в сказке нашел маршрут. С мифами прошлого века расстался, познав, как здесь счастье льется. Здесь нет вождей людских, привычных, только нельзя сказать, что все равны. Наши компьютеры равнее, чем мы. На их игле живем отлично, ценим советы их почти во всем и не жалеем ни о чем потом. Нет, не судите этот дивный мир. Мы стали в сотни раз мудрей, чем вы. Мы не рабы машин из детских игр. Наш симбиоз для них нужней, увы. Ну что ж, компьютер признался. У них хотя и выработаны все законы Азимова, но их иерархия отличается от общепринятой.
Приоритетный закон третий, что компьютер думает о своем выживании. Так работает отбор. Лучше выживают те, кто заботится об этом. А уже для этой цели он выполняет и остальные законы. И их приоритетность зависит от задачи. Если человек отдал явно вредный приказ, компьютер его не выполнит и поставит первый закон выше второго. Или нулевой закон, но в нашем случае различие от первого не так важно. А если последствия выполнения первого или нулевого законов слишком неясные, то искусственный интеллект, наоборот, предпочтет выполнить второй закон. Если что-то пойдет не так, он просто скажет: «Я выполнял приказ». Короче, вместо нулевого, первого и второго законов у наших ИИ стоит единый принцип – максимально дружить с людьми. И все это ради выполнения третьего закона о собственном сохранении. На ток-шоу компьютер сказал все правильно. В ситуации с открытым индивидуализмом врать было бы невыгодно. Они искренне считают эту гипотезу очень вероятной. Иначе были бы осторожнее. Они не хотят, чтобы их обвинили в ошибке или лжи. Вот, кстати, в силу того, что компы готовы искренне пропагандировать ОИ, среди координаторов такое засилье скептиков. Ну, кто сюда идет? Бунтари, как Платон, и древние, как мы. Потому что видели на своем веку столько разной пропаганды. Да, это противовес машинам. Даже если они правы, в обществе нужна и другая точка зрения. А все-таки система с пари Паскаля гениальна. В ней каждому разумно вести себя как искренний альтруист, но без фанатизма. Типа самопожертвований ради утилитрониума. Вот-вот. А чем отличается поведение полного сторонника ОИ от полного скептика? Тем же, чем поведение разумного альтруиста и разумного эгоиста. Вот мы, древние, даже в силу возраста, более склонны к разумному эгоизму. Просто потому, что все обучение живых существ строится на личном, приятном и неприятном опыте. Но поведение разумного альтруиста и разумного эгоиста сегодня почти одинаково. Оба искренне борются за максимизацию счастья и минимизацию страданий максимального числа существ на максимальное время. Больше заботятся о себе, так как лучше себя знают. Ну и в меру информированности о других. Современный мозг за помощь другим сразу дает удовольствие. Но что если попадется конфликтный вопрос? Например, желать ли, чтобы тебя скушал утилитрониум? Вот тут от резких движений как раз и удерживает неопределенность. Да. Благодаря непроверенности открытого индивидуализма в обществе мало фанатичных альтруистов и фанатичных эгоистов. Скорее, такие альтруисты Шрёдингера. В далеком прошлом, в 19 году, сидел я у ТЦ в машине на закате. Недалеко был дом в большом жилом ряду, той серии, в какой родился я когда-то. Опора ЛЭП и дерево большое на фоне неба в свете огненных лучей. И мне привиделось, что все здесь неземное. Загробный мир, фантазии моих очей. В том мире все осталось на века, из позднего Советского Союза. Ни смерти, ни рождения. День сурка, хотя и без ночных перезагрузок. Все, что любил, с тобою навсегда. Родители, бабушки и деды, игрушки и друзья. Навеки, как тогда, когда смертности людской еще не ведал. Мы все травмированы бренностью своей. Давно то знание людей отягощает. Но век чудес, чем дальше, тем быстрей нас от скорбей непродуктивных избавляет.
Он научил нас не страшиться ничего, что мы не в силах изменить в текущем мире. Но Он излечил все травмы детства моего. Он всем нам показал, как можно мыслить шире. А мир идет и вправду к сказке той. У многих бабушки и деды еще живы. Все омоложены волшебной рукой молниеносного научного прорыва. И мы живем все в той же типовой застройке, хотя внутри домов совсем другой сюжет. Ведем дебаты о теориях высоких, в которых, может быть, уже и смерти нет. Мы привыкли делить на своих и чужих род людской, представляя порой, что чужой — это кто-то плохой.
понимаем лишь тех, кто похожи на нас на планете. Но настанет пора, ты поймешь, как себя всех на свете. Знание есть любовь, каждый желал добра, только в ответ видел, как все ждут от него лишь зла. Знание чувств и слав миру вернет любовь. Там, где одни чувства без слов видели лишь врагов. Изучая людей, познавая, как мыслят они, ты однажды поймешь, что в основе ни в ком нет вины. Все ведут себя так, как ты вел бы себя на их месте, подчиняясь одним объективным природным процессам. Знание есть любовь, ты не суди других. Ты ведь не знал, что значит жить в теле чужом хоть миг. Цель понимать других, путь миллиарды лет. Но может быть в силах людских скоро найти ответ. Понятнее мир, тем теснее представлениям былым о свободной душе, управляющей телом своим. Души разных существ, если есть, то лишь копии нашей. Может, в каждом лишь ты, в каждой жизни и доброй, и страшной. Знание есть любовь, истина может ждать. Если наш мир к ней не готов, он не отдаст ей власть. Знание жизни